Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. В этом видео я покажу вам, как связать вот такой узор. Я этот узор буду использовать при вязании комбинезона. Этот узор состоит из в сочетании из нескольких узоров. Это посередине у нас вот такой аран и просто коса, которая вяжется обыкновенным перемещением петелек, коса 2 на 2. Мы 2 петли оставляем на запасной спице и 2 петли провязываем. Рисунок не очень сложный, но тем не менее его легко именно подобрать или подстроить под любое изделие. Почему я именно остановилась на этом рисунке? Так как не всегда для детских изделий легко подобрать узор, чтобы он и смотрелся красиво, и чтобы раппорт рисунка именно позволял его разместить на детских каких-то вещичках. Здесь у меня этот узор состоит, как я и говорила, из косы, которая вяжется на 4 петельках. Затем у нас с вами идет аран. Вот он, аран, идет на 14 петельках. И еще одна коса. Если вы будете в дальнейшем вязать комбинезон или, например, какой-то жакет с таким рисунком, и вы как-то, например, у вас будет количество петелек не хватать для вашего изделия, то здесь очень легко именно эти петельки добавить. Где их можно добавить? Можно добавить, например, в первую очередь именно в косе. То есть коса у вас будет уже, например, не на 4 петельках, а может быть на 5. Тогда вы будете перемещать петли там 2 и 3. Можно ее косу сделать на 6 петельках. Вы будете уже перемещать 3 и 3 петли. Также можно добавить по одной петельке. Здесь вот рисунок у нас разделяется изнаночной гладью. У меня здесь по 2 петли, но вы можете, например, сделать уже по 3 петли. Например, по 4 я уже бы не советовала, так как рисунок уже более свободно располагается. Но это все по вашему желанию. И также эти же петельки можно добавить, когда мы будем вязать именно сам аран. У меня тоже араны переплетения идут на 2 петельках. Вы можете это переплетение сделать на 3 петлях. То есть от этого у вас ничего не изменится. И так что теперь мы с вами приступаем к вывязыванию этого узора. Это у меня схема моего рисунка. Как я говорила, у нас с вами сначала идет коса. Я делала перехваты в косе. Значит, вот перехват, потом 1, 2, 3, 4, 5. 5 мы рядов вяжем без перехватов. В 6-м мы делаем следующий перехват. Вы можете, конечно, сделать не в 6-м, можете сделать в 4-м. Тогда у вас она будет более такая плетеная. Я уже начала, набрала петельки именно платочной вязкой. И сейчас мы с вами будем вязать по нашему рисунку. Сначала у нас с вами идет первая изнаночная петля. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных. 2 лицевых. 2 изнаночных. 4 лицевых. 2 изнаночных.
2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 3, 4 и 1 изнаночная. У нас с вами я связала полностью в ширину наш рисунок. Все изнаночные ряды, вот 2, 4, мы с вами вяжем по рисунку. То есть над лицевыми провязываем лицевые, над изнаночными провязываем изнаночные петли. Я провяжу так 2 ряд. 3 ряд вяжется так же, как и 1, а 4 вяжется, как и 2. Поэтому я провяжу 4 ряда, и уже следующий мы с вами будем вязать 5 ряд вместе. 5 ряд. В 5 ряду мы с вами будем делать на петельках, на косах из 4 петелек наши перехваты. Изнаночная петля наша по рисунку и первая наша коса. Мы 2 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой и провязываем 2 лицевые петли. Петли с дополнительной спицы возвращаем и провязываем их лицевыми петельками. У нас с вами получилась такая скруточка. И дальше вяжем, как смотрят наши петельки. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дошли до следующих 4 петелек. Точно так же я покажу вам, как делаю я без помощи вспомогательной спицы. 2 петли я оставляю перед работой, провязываю 2 лицевые следующие, петельки подхватываю спереди, аккуратненько провязанные снимаю и меняю местами. И провязываю уже наши 2 петли. И продолжаем дальше. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 4 петельки также мы меняем местами. 2 петли перед работой, 2 лицевые, и провязываем. И на этом наш работа готов. Следующий изнаночный ряд мы с вами смотрим, как наши смотрят петельки. Вяжем, как смотрят наши петельки. 7 ряд. В 7 ряду нашу косу мы провязываем просто 4 лицевые петли с этой стороны и с этой стороны. А центральный оран у нас с вами идет перемещение наших петелек. Изнаночная петля наша первая. Теперь 4 лицевых петли орана, 2 изнаночных, и сейчас мы с вами по орану идет перемещение петелек. 2 лицевые мы оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную петлю, меняем наши петельки местами и провязываем 2 лицевых. Сейчас 1 изнаночную мы оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, нашу изнаночную подхватываем сзади, меняем местами и 1 изнаночная. И также повторяем. 2 лицевые перед работой, 1 изнаночная, провязываем лицевые, 1 изнаночную за работой,
2 лицевые, меняем местами, 1 изнаночная, 2 изнаночные и наша коса на 4 петельках. 2, 3, 4. Изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. 9 ряд. Косу мы продолжаем вязать на 4 петельках. И затем варанов у нас с вами мы будем перемещать косу на 4 петельках. Здесь в одну сторону, здесь в другую сторону. 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 1, 2, не 2, 3 изнаночных. И у нас с вами вот 4 петельки, на них мы делаем перехват. Сначала мы 2 лицевых оставляем за работой, провязываем следующие 2 лицевые петли, петельки меняем местами и провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас у нас с вами мы перемещаем в другую сторону. Мы 2 лицевые оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые петли, меняем местами, 2 лицевые и раппорт довязываем до конца. 3 изнаночных, 4 лицевых и 1 изнаночная. Вот у нас что с вами получается. Сейчас я покажу, как это у нас в нашем рисунке. Вот у нас с вами будет вот эти две полосочки из 2 петелек уходят в стороны. Изнаночный ряд мы с вами вяжем по рисунку. 11 ряд. В 11 ряду мы с вами будем делать в наших косах перехваты. И аран у нас с вами вот эти волны расходятся. Вот они у нас с вами дальше продолжают расходиться. Поэтому 1 изнаночная, делаем в косе перехват, две изнаночных. Теперь у нас с вами 1 изнаночную мы оставляем за работой, провязываем 2 петли лицевыми, изнаночную и наши 2 лицевые меняем местами, провязываем изнаночной. 2 лицевые оставляем перед работой, 1 изнаночная, меняем местами, 2 лицевые и повторяем также. 1 изнаночную за работу, 2 лицевые, меняем местами, 1 изнаночная, 2 лицевые перед работой, 1 изнаночная, меняем местами, 2 лицевые, 2 изнаночные и наша коса. На косе тоже также мы делаем перехват. 2 лицевые перед работой, 2 лицевые провязываем, меняем местами, 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот что у нас с вами получается. 13 ряд. В 13 ряду у нас на косах мы просто их провязываем в 4 лицевые петельки, и только перехват идет уже по центральной косе нашего арана.
1 изнаночная, 4 лицевых, 1 косая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и перехват на центральной косе арана. 2 петли мы оставляем перед работой, 2 лицевые петли, меняем местами и провязываем 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 4 лицевые и 1 изнаночная. Вот что у нас с вами получается. 15 и 17 ряды мы с вами вяжем одинаково наш центральный аран. У нас здесь все ни перехватов, ничего нет, просто мы вяжем над лицевыми петельки лицевые, над изнаночные изнаночные. Перехват у нас только в 17 ряду в косах, которые у нас проходят по бокам. Если, например, вы будете перехваты делать в боковых косах, например, не в каждом 6 ряду, а, например, в каждом 8 или в каждом 4, у нас с вами рисунок будет идти как бы сам по себе. Центральный аран мы вяжем без изменения, а здесь перехваты именно в определенной последовательности. Поэтому сейчас я провяжу 15 ряд. 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых и 1 изнаночная. Я провязала 20 рядов. И сейчас в 21 ряду у нас с вами уже идет повторение. Вот получается 7 ряд. Раппорт этого рисунка всего 14 рядов. Я провязала немного больше, чтобы показать, как именно этот рисунок, ну, суть его, как у нас происходит, вот эти 2 полоски у нас сначала с вами расходятся, потом идут прямо и соединяются вместе. На этом образце более детально видно. Поэтому этот рисунок довольно несложный. У вас есть время пока его потренироваться. И в скором времени мы с вами сможем связать комбинезон с этим узором. Также этот узор неплохо смотрится и на каких-либо на взрослых вещах. Хорошо смотрится в шапках. Хорошо в шарфах. Если, например, вязать из более тонкой пряжи и более тонкими спицами, он хорошо входит в какие-либо варежки или перчатки. Поэтому здесь поле для деятельности очень даже широкое. Учитесь, если вдруг какие вопросы возникают, пишите, всегда рада вам помочь. До свидания, мои дорогие, до новых встреч!